Привет, меня зовут Пол, и моя цель изменить твой английский раз и навсегда. В этом уроке ты научишься строить утвердительные предложения с глаголами действия в грамматике Present Simple. В общем, устраивайся поудобней, мы начинаем! Как ты помнишь из нашего первого урока о порядке слов в английском языке, в котором мы разобрали структуру subject plus verb plus object и выучили золотой принцип построения предложений в английском языке, который звучит следующим образом. Начать с существительного и подумать, какое действие оно выполняет. Зная лишь это, мы уже должны быть в состоянии с легкостью строить предложения следующего типа. Например, It gets hot. Становится жарко. I go to the beach. Я иду на пляж. They take drinks. Они берут напитки. He plays music. Он играет музыку. She sings songs. Она поет песни. We have a party. Мы имеем вечеринку. It works well. Это работает хорошо. Как ты видишь, структура subject plus verb plus object работает железобетонно. Собственно, можно сделать вывод, что, зная всего лишь 7 местоимений, таких как I, you, we, they, he, she, it, и имея в арсенале пару простых глаголов по типу do, make, have и get, ты уже можешь вполне начать неплохо говорить. Как ты мог заметить из ранее упомянутых примеров, в некоторых предложениях глаголы были с окончанием s. Например, It gets hot, he plays music, she sings songs, it works well. Причина использования данного окончания объясняется тем, что после местоимений третьего лица в единственном числе, коими являются слова he, she, it, глаголу должно быть добавлено окончание s. Также не лишним будет напомнить, что окончание s используется с существительными во множественном числе. Например, boys – парни, girls – девушки, clubs – клубы, friends – друзья. Надеюсь, ты еще об этом помнишь. Внимание! По статистике 80% студентов твоего уровня не используют окончание s с глаголами, тем самым лишая себя удовольствия в корректном использовании грамматики Present Simple. Так как не используя окончание s с глаголами и тем более с существительными, ты попросту будешь звучать в стиле «я хорошо понимать, но плохо говорить». Поэтому, если хочешь говорить грамотно, приучись использовать окончание s в грамматическом времени Present Simple. Смотри, все тонкости правописания окончания s мы разберем в отдельном уроке, так как в некоторых случаях окончание s еще может писаться как es и ies. Поэтому предлагаю сконцентрироваться на главном принципе – глагол действия плюс окончание s и закрепить его на практике. Что скажешь? Итак, первое задание очень простое. Нужно прочесть предложение слева и изменить предложение справа в соответствии с правилом, которое мы выучили сегодня. Поехали! I speak English. He speaks English. You listen to music. She listens to music. We learn Spanish. He learns Spanish. They hate rock. She hates rock. I play basketball. He plays basketball. You like me? She likes me. We work hard. He works hard. Молодец! Хорошо получается! Переходим к следующему заданию.
Это задание будет немного сложнее. Я дам тебе пару базовых глаголов, с которыми тебе нужно будет построить несколько предложений по схеме subject plus verb plus object. Или просто перевести мои предложения. В какой форме выполнять упражнение, решать тебе. Как увидишь слайд, поставь урок на паузу и потрать столько времени, сколько тебе понадобится. Как справишься, мы тут же продолжим. Желаю тебе удачи! Отлично! Это определенно успех. Уверен, у тебя все получилось. Можем двигаться дальше. Ну и напоследок, дабы полностью разобраться со структурой утвердительных предложений, нужно научиться соединять два глагола между собой. Чтобы это сделать, между ними необходимо поставить предлог to. Например, I study every day. Я учусь каждый день. I need to study every day. Я должен учиться каждый день. She likes my videos. Она любит мои видео. She likes to watch my videos. Она любит смотреть мои видео. You learn English. Ты учишь английский. You want to learn English. Ты хочешь выучить английский. Обычно предлог to никак не переводится, но иногда он может иметь значение слова «чтобы». Например, I come to study. Я прихожу, чтобы учиться. She does it to look cool. Она делает это, чтобы выглядеть круто. Ну что, по теории у меня все. Подкину тебе напоследок еще немного практики и будем заканчивать на сегодня. В общем, в этом задании я дам тебе начало 3 предложений. Твоя задача будет заключаться в том, чтобы сделать по 3 примера с каждым из них, добавив второй глагол действия и логически завершив свою мысль. Как и в прошлый раз, ставишь урок на паузу, строишь предложение, и мы подводим итоги сегодняшнего занятия. Можешь приступать. Красавчик! Теперь ты умеешь строить утвердительные предложения с одним или даже 2 глаголами, а также умеешь использовать окончание s с глаголами действия после местоимений he, she, it. Теперь у тебя есть вполне хорошая база, чтобы начать качественно говорить. Спасибо, что учишь английский. Продолжай, и у тебя все точно получится. С нетерпением жду тебя на новых уроках. See ya! Друг мой, если тебе понравилось данное занятие, а также мой подход к изучению английского языка, то я приглашаю тебя стать моим учеником. Свяжись со мной и записывайся на индивидуальные, парные или групповые занятия. Все возможные варианты связи ищи в описании под этим видео. Но если ты из тех, кто привык всего добиваться сам, то приобретай мои методички и достигай поставленных целей быстрее и эффективнее. Благодарю за внимание! Всех благ!